Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня мы будем говорить о футболе, о чемпионате мира 2026, который проходит сейчас, и о чемпионате мира по футболу 2018, который был в России. Но даже если вы не любите футбол, вы не смотрите футбол, но вы хотите лучше понимать аутентичные тексты на русском языке. Вы хотите понимать, как говорят носители, и тоже говорить как носитель, то это видео для вас. Это запись прямого эфира, где я читаю и рассказываю, разбираю, анализирую тексты о чемпионате мира по футболу. Для вас есть бесплатный PDF-файл, в котором есть словарь со всеми словами, со всеми интересными словами из сегодняшнего видео. Для вас есть субтитры здесь. Вы можете включить субтитры на английском языке или на другом языке, чтобы вам было удобнее. И если вы хотите участвовать в записи этих прямых эфиров и быть в прямом эфире со мной и читать новости вместе, то добро пожаловать в мой телеграм-канал. Там я публикую ссылки, темы. И если вы хотите все видео Learn Russian with News в одном месте, все рабочие листы, все практики, все словари в одном месте и плюс бонусные видео Learn Russian with News, то я вас приглашаю в библиотеку Learn Russian with News. Там есть все видео, и я присылаю все новые видео вам на почту. Поэтому давайте начнем. Итак, первый интересный момент, первый интересный факт. Во всем мире этот чемпионат по футболу называют кубок, кубок мира. Но в русском языке у нас мы обычно говорим чемпионат мира по футболу. Не кубок, хотя иногда тоже так говорят, но везде в новостях будут говорить чемпионат мира по футболу. Это исторически, так получилось исторически, потому что кубок по биатлону, кубок по волейболу. Обычно это локальный турнир, локальный чемпионат. Чемпионат мира по футболу это что-то грандиозное, это что-то глобальное, что-то очень большое. Мгм. Да. Поэтому, когда мы будем читать разные новости, там будут говорить чемпионат мира по футболу, чемпионат мира. Чемпионат мира– это про Кубок мира по футболу ФИФА. Итак, чемпионат мира по футболу официально именуемый Кубок мира ФИФА. Именуемый, у которого есть имя. Именуемый. От английского FIFA World Cup. Часто также называемый Кубок мира по футболу. Видите, что на Википедии говорят чемпионат мира по футболу, и где-то потом говорят, что часто тоже называют Кубок мира по футболу. Чемпионат мира FIFA или Мундиаль от испанского слова. И буквально очень коротко, что это такое? Что это такое? И здесь будут важные слова, которые мы будем видеть потом. Итак, чемпионат мира по футболу. Турнир проходит раз в 4 года. Проходит, это значит, что он бывает регулярно. Проходит. Эти глаголы движения мы увидим чуть позже, просто очень часто. В нем, в турнире, могут участвовать все страны, которые входят в FIFA. Итак, турнир проходит каждые 4 года, и команды выходят в FIFA. Входить в FIFA значит быть членом этой организации. Например, какие страны входят в
8. J7. Какие страны входят в БРИКС? То есть какие страны часть БРИКС, часть J7, часть большой организации. Но для этого, чтобы участвовать в чемпионате мира по футболу, необходимо, нужно пройти отборочные. Так, ага. Третий глагол движения у нас в одном, да, одно предложение, одна фраза и 3 глагола движения. Проходит раз в 4 года, входят в FIFA и необходимо пройти отборочные турниры. У нас будут давайте сразу это посмотрим. Вот, мы остановились здесь. Отборочные. Здесь немного будет курсива. Надеюсь, вам понятно. Мгм. Итак, у нас есть слово брать. Базовый глагол брать. Например, я беру книгу каждый день, когда я иду гулять, я беру телефон и ключи. Брать. И у этого слова брать такой очень маленький корень, всего 2 буквы. Бр, бр. И с этим словом, с этим корнем можно сделать, не можно сделать, существует, есть миллион других слов. Давайте посмотрим часть. Слово «собирать» у нас будет попозже. И сейчас я хочу сфокусироваться на слове «отбирать». Вот это слово «отбирать». Да, кстати, вы знаете же, выбирать, да? Выбирать, отбирать очень похожее по смыслу. Отбирать значит выбирать лучшее. Например, вы покупаете яйца. Ну, для меня это актуально. Когда вы покупаете яйца, есть разные яйца, да, такой банальный пример. Есть отборные, самые большие, самые гигантские яйца, вот они отборные, лучшие, из всех выбрали лучшее. И когда мы говорим про отборочные турниры, в этих отборочных турнирах выбирают лучших. Слишком долго говорила. Ну ладно. Потом у нас будет слово собирать и сборные. Собирать это все вместе. Это будет через 3 минуты. Будем об этом говорить. Так, ага. С 1998 года по 2022 год в финальную часть выходят 32 команды. Еще один глагол движения. Выходят 32 команды. Всего участников стран в FIFA очень много, но выходят на чемпионат только 32 команды. В финальную часть только 32 команды. Выходят как из комнаты, да? Выходят из группы. Но в 2026 году, сейчас, число участников увеличится до 48. Было 32 команды, сейчас 48. И страна, в которой проходит чемпионат, где есть чемпионат, не участвует в отборочных и попадает в финальную стадию автоматически. Значит, сейчас, в этом году, где проходит чемпионат мира по футболу, это США, Мексика и Канада. 3 страны. И я так понимаю, что эти страны не участвовали в отборочном турнире. Они автоматически были в чемпионате. И
Чемпионат мира проходит в 2 этапа. Вот смотрите, турнир проходит раз в 4 года, и чемпионат мира проходит в 2 этапа. Есть 2 этапа. Сначала в группах, затем по кубковой системе на выбывание. Ну, я думаю, вы понимаете, кто выиграл, идет дальше, кто проиграл, едет домой. Состав групп определяется жеребьевкой. Жеребьевка– это жребий. Например, вы знаете, что есть монетки, и часто, когда не знают, да или нет, то могут кидать жребий. И у монетки есть две стороны. Есть орел, есть решка. И там кидают и смотрят, орел или решка. Аналогичная ситуация здесь. Мгм. Чемпионом мира становится команда, которая дойдет, еще один глагол движения, дойдет до финала и выиграет матч. Проигравшая команда, которая проиграла, получит серебряные медали. Серебряные медали– это второе место. Бронзовые медали, третье место, разыгрываются между проигравшими в полуфиналах. Итак, команда-победитель получает золото, второе место– серебро и третье– бронзу. Мгм. И групповой этап. Итак, мы говорили, что чемпионат мира проходит в 2 этапа. Сначала групповой. Мгм. Я проверяю, что все работает. Мгм. Сначала групповой. Он пройдет, ну, эта статья была написана давно, мы уже знаем, что групповой этап прошел и закончился. Пройдет с 11 по 27 июня. 48 команд разделят на 12 групп по 4 команды в каждой. И сборные проведут 3 матча. Сейчас мы возвращаемся к этой схеме. Глагол «брать» у нас уже было «отбирать», отборочные турниры, которые отбирают, находят лучших, и команды, эти команды называют сборные. Сборная по футболу, например, сборная Аргентины, сборная России. И какой глагол? От какого глагола? Собирать. Собирать– это брать вместе. Было в разных местах, а сейчас вместе. Например, ребенок. Ребенок играет, и вы знаете, как обычно играют дети. Игрушки везде. Лего, куклы, машинки. И родители смотрят и говорят: какой хаос, какой бардак. Давай собирай игрушки. Нужно собрать игрушки. И аналогично спортсмены, атлеты живут свою жизнь, работают, играют в разных клубах, в разных командах, а потом, когда чемпионат мира или Олимпиада, то их собирают. Страна говорит: так, покемоны, теперь все вместе собираемся, и это сборная. Да. Поэтому здесь 48 стран, 48 команд, 48 сборных. И сборные проведут 3 матча. По одному против каждого соперника. Соперник– это оппонент. И логично, за победу победителю, за победу дают 3 очка, за ничью 1 и за поражение 0. И так выбирают, кто пойдет дальше. Так, как вот это вот убрать? Почему здесь черный, красный? Ладно.
все равно. Так, а, где? Вот. Здесь итоги жеребьевки чемпионата мира 2026. Мы говорили, что называют ЧМ, чемпионат мира, поэтому везде будет эта аббревиатура ЧМ. Разные команды, разные группы, разные страны. Как говорится, найди себя, где вы. И главная задача команд на этом этапе выйти из группы. Значит, команда вышла из группы, и она идет в плей-офф, в основной турнир, в основную часть. Вот. Это плей-офф ЧМ 2026, чемпионата мира 2026. И вы видите, что будет финал Испании и Аргентина, а за третье место будут а, играть, бороться Франция и Англия. Да, молодцы. Итак, плей-офф. Вот здесь тоже интересно. Давайте посмотрим. Плей-офф пройдет с 29 июня по 19 июля. Все матчи плей-офф проводят на вылет. То есть команда потом вылетает. Вот. Парагвай и Франция. Франция вышла в четвертьфинала, Парагвай вылетел. Канада и Марокко. Марокко вышел в четвертьфинала, Канада вылетела. Они играют на вылет. Если по итогам в результате основного времени зафиксирована ничья 0-0, 1-1, 2-2, когда никто не выиграл, игра переходит в дополнительное время. Продолжается 2 тайма по 15 минут. Если результат остается равным, как ничья, опять одинаковый результат, победителя определяют в серии пенальти. Очень много интернациональных слов здесь. Плей-офф, пенальти, матч, тайм, период. Это вся лексика. И вот давайте посмотрим, какие у нас есть основные этапы плей-оффа. Этапы плей-оффа. Мы начинаем с 1/16 финала. То есть команды выходят из группы и играют в 1/16. Вот это 1/16. Потом 1/8. 1/8. Как убрать вот эту красную штучку? Так, ладно. Потом, после 1/8, 1/4. Или по-другому четверть. Четверть финала. Потом полуфинал и, логично, финал. Что такое полуфинал? Да? Вы знаете слово, например, полминуты, полчаса, полкилограмма, Вы поняли логику. Пол яблока. Это половина. Но здесь полуфинал. Мы потом увидим это слово, вот эту часть чуть попозже. Но полу– это между. Например, полусон. Я лежу в полусне. Знаете, вот вы днем ложитесь на диван, закрываете глаза, и вы лежите в полусне. Это между сном и обычной жизнью. Потом, может быть цвет полупрозрачный. Прозрачный, когда мы видим насквозь. Очки– прозрачное стекло. Окно– прозрачное. А полупрозрачное– это 50% видим, 50% не видим.
Здесь полуфинал — это между четвертью финала и финалом. Так, ну, посмотрим, конечно, кто выиграет. Здесь у нас фавориты. Это фавориты этого года. Мгм. Это фавориты этого года. Испания — фаворит по мнению букмекеров, которые делают ставки на игры. Потом, что здесь может быть интересного? Сборная показывает выдающиеся результаты. Выдающиеся, очень сильные, которые не похожи на другие. Выдающиеся результаты. За последние несколько лет Испания трижды дошла до финалов крупных турниров. Это слово "дойти" мы уже говорили. Дойти до финала, дойти до конца. Марафонец добежал до финиша. Потом Англия. Ну, Англия уже будет играть за третье место. Да, Англия будет играть за третье место. И Англия традиционный фаворит на бумаге. На бумаге часто пишут или как де юра, это фаворит, которому вечно не везет. У них нет удачи, им не везет. За последние годы Англия проиграла 2 финала Евро подряд. И Франция тоже один из фаворитов этого года. Сборная чередует не самые выступления на Евро с убедительной игрой на чемпионатах мира. Чередовать — это по очереди. Мгм. Сначала один, потом другой. Один, другой. Чередуют. У них не очень успешные, они не очень хорошо играют на Евро турнирах, и у них убедительная игра на чемпионате мира. Убедительный, мы в нее верим. Вот знаете, актер может играть очень убедительно. Ты смотришь на актера, как он играет в театре, на сцене, в кино, и ты ему веришь. Вот он убедительный человек, убедительный актер. Политик может быть убедительный, когда говорит: вот вы меня выберете, дорогие люди, и я буду делать вообще все супер. Вот я буду за все хорошее против всего плохого. И говорит очень убедительно. Ты ему веришь. Аргентина — четвертый фаворит, действующий чемпион мира и обладатель Кубка Америки. Действующий чемпион, который чемпион сейчас, потому что Аргентина выиграла в прошлом чемпионате мира по футболу. Да, и сейчас у нее Кубок Америки. Команда Лионеля Скалони в переходном периоде. Она меньше зависит от Лионеля Месси, но результаты и качество игры менее стабильны. Знаете, переходный период, они между какими-то этапами. И последний фаворит — это Бразилия. Сборная тоже приедет на чемпионат в переходном состоянии. У Бразилии тоже переходный период, но есть потенциал войти в список фаворитов по ходу турнира. У них есть потенциал. Мгм. Вот это слово полуфинал у нас было здесь, между, да. И давайте посмотрим, как называются футболисты, когда они на поле. Вот есть разные названия. Я не з Нет, я знала, что есть разные роли футболистов, есть разные задачи у разных футболистов, когда они играют. Но давайте посмотрим. Итак, вратарь номер один. Вратарь стоит на воротах, и его защищают защитники. Защитники защищают
вратаря. Потом есть полузащитники. Вот эта часть полу, о которой мы говорили, полуфинал, полузащитник. Между полузащитники между обычными защитниками и форвардами, нападающими. И форвард, нападающий — это игроки, футболисты, которые атакуют. Обычно, вот здесь написано форвард, но обычно их называют нападающий, да, центральный нападающий, крайний нападающий. Вот. Такие дела. И как вы думаете, кто выиграет? Я не знаю. Я думала, кто будет смотреть этот эфир в записи, вы увидите, что, м, наверное, это видео будет в воскресенье, как раз в день финала чемпионата мира по футболу. Поэтому вы уже, наверное, знаете, кто выиграл. Я еще не знаю. Но мне кажется, что не- я болею за Аргентину, как минимум, потому что в Аргентине футбол — это самый-самый большой праздник. Мне кажется, здесь футбол любят больше, чем, чем бабушек, дедушек, родителей. И здесь празднуют победы, футбольные победы больше, чем Новый год. Вот серьезно говоря. И мне кажется, что если Аргентина проиграет в финале в это воскресенье, то здесь будет траур, здесь будет национальный траур. А я этого не хочу. Мне кажется, в Испании, если Испания проиграет, то, я думаю, они не очень расстроятся. Здесь все будут в депрессии. Итак, у нас о чем я хотела вам рассказать еще сегодня. В 2018 году чемпионат мира по футболу был в России. И это было 8 лет назад, но кажется, что это было в другой жизни. Серьезно, мне кажется, что это было не с нами, абсолютно не с нами. И в тот раз, в 2018 году, выиграла Франция. Если вы смотрите из Франции, я вас поздравляю. И я знаю, потому что я регулярно разговариваю со зрителями, кто смотрит канал, кто-то из моих студентов тоже был в России во время чемпионата мира по футболу. И я знаю людей, которые начали учить русский язык после чемпионата мира по футболу, когда они были на футболе в России. Мне сколько мне было лет? Сколько мне было лет 8 лет назад? 26. Я не смотрела игры. Я вообще не смотрю спортивные турниры. Но даже я много слышала. В России все время говорили про этот чемпионат. И я сейчас буду про него рассказывать. Если я начну плакать, я надеюсь, вы меня поймете, потому что у меня такое чувство ностальгии. Вот. Даже, как мы говорим, эта ностальгия в глаз попала. Знаете, когда вы плачете, когда вам что-то в глаз попало, какая-то маленькая соринка, что-то маленькое, и вы плачете. Ох, нет, это ностальгия в глаз попала, поэтому я плачу, да. Да. Итак, ну, что было интересного? Во-первых, как интересная история, как Россия получила э, право, получила шанс, возможность провести этот чемпионат мира по футболу в России. А, Здесь
Давайте попробуем открыть. Мне кажется, не получится, потому что я пробовала, у меня плохо сработало. Ну ладно, я отправлю это видео а, в телеграм-канал, и вы сами можете найти Виталий Мутко from Russia with Love. Let me speak from my heart. Это достаточно милое, забавное видео, где это презентация, речь президента Федерации футбо президента Футбольной Федерации России, Российской Федерации по футболу, Виталия Мутко. Он презентовал Россию, чтобы мы были хозяином чемпионата. И он говорил с очень сильным русским акцентом, с очень сильным. Я сейчас не могу показать, но вы потом посмотрите сами, и я попытаюсь продемонстрировать. Он говорил примерно так: "Let me speak from my heart, dear committee". И, конечно, все просто, ну, в России, он стал мемом, и все думали, что это очень мило, и это очень искренне. Кто-то, конечно, смеялся, что у него такой плохой акцент, что он так говорит, но 90% людей были в восторге, ну, потому что это от души. Ты понимаешь, что человек говорит от души, от сердца, от всего сердца. Да. И здесь даже в субтитрах написано "Imagine how much investment would be made into football". Вот. Ладно. И это было на самом деле очень масштабное мероприятие, масштабный чемпионат. Россия выпрыгнула из штанов, чтобы сделать его, да, чтобы сделать этот чемпионат запоминающимся. И одно одна из инноваций — это был паспорт болельщика. Такая карта Fan ID. Это была физическая карта, которую нужно было купить, чтобы попасть на стадион. Когда вы покупаете билет на игру, то вам нужно оформить такой документ Fan ID. Это было бесплатно. И что этот Fan ID делал? Зачем он был нужен? Давайте прочитаем. Итак, паспорт болельщика. Болельщик — это человек, который болеет за спортивную команду. Не обязательно спортивную, но часто спортивную команду. Это персонифицированная карта зрителя, персонифицированная, уникальная, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. У каждого болельщика есть такая карта. И этот паспорт болельщика является именным. Он был именным. Оформляется бесплатно и однократно, один раз, на все матчи чемпионата мира 2018. Получить Fan ID должен каждый зритель, каждый человек, который приобрел билет на матч ЧМ-18, который купил билет. Что это значит? Зачем вообще нужны такие карты? Ну, кроме того, чтобы следить за каждым человеком. Конечно, этот билет обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Это я не знаю, помогал этот билет быстро заходить на стадион или нет. Но что мне кажется самое классное? Иностранные зрители, иностранцы, кто приезжал, и лица без гражданства, у кого нет гражданства, смогут въехать в Россию по Fan ID без оформления визы. Вы знаете, что
чтобы приехать в Россию, нужна виза. Нужно оформлять визу, и не везде это просто. В каких-то странах получить визу очень легко, каким-то странам получить визу, российскую визу, достаточно сложно. А здесь можно было въехать в Россию и просто на границе показать билеты и билеты на матч и этот паспорт болельщика, фан-ID. И все. И тебя впускали в страну. Потом, также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-18. Плюс, смотрите, здорово же, супер, просто, мне кажется, отлично. Паспорт болельщика. Эти игры были во многих городах. В Москве, конечно, в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Казани, в Саранске, не помню. По-моему, было 11 городов. Екатеринбург. И можно было ездить на поездах, на специальных поездах бесплатно. Россия большая страна, и не очень понятно, например, как можно приехать например, из одного города в, в Екатеринбург. Как ехать из Москвы в Екатеринбург? Из Калининграда в Екатеринбург. Это и так уже стресс, уже нужно много думать. А с помощью этой карты можно было ездить на поезде бесплатно. Ну, в день матча. И в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. И не только на поездах, но когда ты в городе, ты мог ездить на метро, на автобусе, на трамвае бесплатно, если у тебя есть этот паспорт болельщика. Вот просто гениально. Мне кажется, это было просто супер. И эта идея была такая успешная, эта инициатива с паспортом болельщика, что в августе, после чемпионата мира по футболу, Путин подписал закон о безвизовом режиме для обладателей Fan-ID. То есть, если у вас был этот паспорт болельщика, то можно было до конца года приезжать в Россию без визы. Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде. Въехать в Россию можно было без визы до конца 2018 года для обладателей паспортов болельщиков Fan-ID. И въезд был разрешен, сейчас нет, конечно. Въезд был разрешен в период до 31 декабря текущего года включительно. Текущего года, этого года, 2018 года. Как было круто жить! Мне кажется, в 2019 году, когда начался коронавирус, мне кажется, что-то случилось, и мир пошел по какому-то пути, знаете, альтернативная реальность, что все стало гораздо хуже, но до 2019 года жизнь была просто жизнь была гораздо лучше, гораздо спокойнее. Мне кажется, так. И, конечно, давайте посмотрим, что писали другие журналы, газеты, медиа про чемпионат мира по футболу в России. Да. Писали много. Я выбрала 4, да, 4 СМИ. И коротко давайте прочитаем. Итак, что писали в Италии после победы России над Испанией? Повсюду флаги, везде, повсюду флаги. Музыканты, играющие народные песни.
Народные– это традиционные песни. Красивые девушки, которые разрисовывают щеки желающим. Да, разрисовывают, они рисуют на щеках флаги. Водка, конечно, как без этого. Меховые шапки. Шапки из меха, такие традиционные, теплые шапки. Даже несколько костюмов медведей. Все стереотипы о России оживают во время самого русского праздника, который видела эта страна. Все эти стереотипы, такие водка, медведи, красивые девушки, традиционная народная музыка, все эти стереотипы ожили, стали живыми. Вы, иностранцы, обычно говорите, что мы мало улыбаемся. Кто-то говорит из россиян. Смотрите, какие мы счастливые сегодня. Ну, конечно, после победы России над Испанией, конечно, они были счастливыми. Потом, Нью-Йорк Таймс, США. Сила мундиаля в его объединяющем эффекте. Эффект объединять, делать вместе. Мы говорили слово собирать. Мгм. И объединять тоже. Все люди вместе. В его способности, силе, дать большой разрозненной нации одну вещь, по которой все сходят с ума. Большая нация, разрозненная, то есть а, разрозненный значит, что люди не вместе, у людей нет одной идеи, да? А здесь была одна вещь, по которой все сходили с ума, все были в восторге, все были в экстазе, все радовались. Даже если в течение всего одного месяца. Даже если эта вещь была только 1 месяц. Впрочем, но данный феномен работает и в обратную сторону. Давайте посмотрим. Есть обратная сторона, другая сторона. Этот чемпионат мира выиграл от неожиданно проснувшегося энтузиазма русских. Да, то есть не только россияне объединились и начали сходить с ума по чемпионату мира, начали так радоваться. Но это тоже помогло. Этот чемпионат мира выиграл от этого, потому что это был такой душевный подъем, да, все вместе. И я не знаю, конечно, наверное, были неприятные моменты на чемпионате, но сколько людей я видела, кто был на чемпионате и был в России в это время, и потом они мне рассказывали, все рассказывали с такими горящими глазами, все вспоминали с такой радостью. Итак, Великобритания пишет. Наконец! Ура! Наконец! Слава богу! Сотни тысяч иностранцев увидели, что у России есть и положительная сторона. Положительный, позитивный. В России есть что-то позитивное. На протяжении долгих лет, в течение долгих лет, во время долгих лет российской власти, ну, понятно, было проще жаловаться на русофобию. Российская власть жаловалась на русофобию. Они говорили, ну и сейчас тоже говорят, что вот везде русофобы. Им было легче, проще говорить об этом, чем открыться и показать другую сторону своей страны. Да, было легче жаловаться, чем сделать что-то для всех и показать себя с другой стороны. Возможно, это временный феномен или феномен, и чемпионат не заставит испариться, исчезнуть, что этого больше нет, все мрачные аспекты, но в любом случае это позитивный момент. Да, Гардиан говорит, что
Были какие-то сложные моменты, да, не все было так оптимистично со стороны российской власти, но этот чемпионат — это был позитивный момент. И Хорватия пишет: «Россия показала себя в лучшем свете, с лучшей стороны и продемонстрировала образец того, что в дипломатии называют мягкой силой». Что не физическая, не агрессивная, а мягкая сила, которая может нравиться другим людям, другим странам. За несколько месяцев до этого зрелища, до этого чемпионата, до этого шоу западные СМИ, западные журналы, газеты писали о российских хулиганах, да, запугивали, они пугали, они писали какие-то вещи, что могут быть нападения на почве расизма. Нападение. У нас было слово нападающий, вот эти позиции футболистов. Нападающий, атакующий. И здесь в газетах писали, что могут быть атаки на почве расизма, что да, что могут в России быть какие-то расисты, кто будет атаковать иностранцев. СМИ вспоминали о новой холодной войне. Однако, но в последние дни практически не осталось таких СМИ, практически нет, больше нет, не осталось, больше нет, где не опубликовали бы политический анализ путинских успехов и не пришли бы к выводу о том, что российский президент абсолютный победитель этого первенства. Значит, эти медиа, которые писали, а, да, значит, разные медиа писали и анализировали этот чемпионат. И они писали, что, ну да, больше всего плюсов, конечно, было у Путина, потому что он смог продемонстрировать другим странам другую Россию, что он был победитель вот в этом всем. Ну что, дорогие друзья, кажется, что это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Да, кстати, хотела вот сказать. На этом паспорте болельщика вы можете видеть, есть, текст «Скажи нет расизму». Интересно, да? Интересно. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Мы с вами встретимся совсем скоро и до скорых встреч. Пока-пока.